Юзер. Еще хотелось бы попросить вас делать почаще небольшие туры по вашим наброскам. Любым. По блокнотам и так далее. Это такая интересная кухня живописи. С удовольствием покажу что-нибудь еще в конце ролика. Наброски ведь это тоже может быть таким жанром, предметом искусства, если ты нацелен на создание произведения искусства, на необычность, на все время на какой-то... Мало того, что ты хватаешь там позу, характер, движение модели, но ты еще вкладываешь нечто, отличающее эту работу от предыдущей, да? Находишь какие-то решения, цвет, выразительность, стремишься к тому, чтобы минимум средств, максимум информации. Юзер ТВ. Спасибо огромное. Слава, согласна с Еленой, самовар прекрасный. И натюрморты с ним чудесные. Сделайте, пожалуйста, с ним урок для онлайн-школы. Очень будем ждать. Блестящий предмет, и очень хочется научиться правильно написать. Не получается никак. Нет света, грязи много. Недавно просматривал на вашем канале ролик 3-годичной давности, когда у вас в Москве был мастер-класс по натюрморту. Как раз такой самовар был. Просто любовалась вашими работами и работами ваших учеников. Благодарю вас. Да, действительно, на классе мы писали эту работу, я написал на классе с самоваром. Круглый самовар очень люблю, в нем отражается целая жизнь. И урок сделать, конечно, это я об этом думаю и сделаю его. Это будет классно. Причем предметы блестящие разные есть. С разными нужно делать и научиться писать. Это сложно, но возможно. Спасибо большое за теплые слова. Это очень важно для меня. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Задавайте вопросы, комментируйте. В чем сложность живописания блестящих предметов? Много там аспектов, но главное увидеть средний тон. Бывают же прозрачные, например, стеклянные вазы. Нужно увидеть средний тон, вот целиком как бы прищуриться сильно, как он отличается от соседа. Сделаю урок и все подробно расскажу и покажу, как это все делается, из чего состоит такая живопись с блестящими предметами. Анна, одна художница, спросила, вы жалеете холсты или краски? И она меня поставила в тупик, ведь действительно у меня работа 50/60 минимум, краски не жалею, так как ваше видео давно смотрела, и холсты у меня огромные стоят дома. Но она права, да, я жалею, берегу на потом, хоть потом может и не наступить. Вопрос, как не жалеть холсты? Или как выбирать размер холстов для картин? Очень просто, так, чтобы сюжет, который вы будете на нем писать, был, ну, как бы масштабно адекватен в пространстве, не знаю, квартиры, музейной экспозиции. И адекватен это что значит? Это значит, что явление Христа народу, которое, я не знаю, сколько там метров, 7, наверное, в длину, если сделать вот на таком размере, мимо все пройдут. Она не будет так выразительна. То есть человек должен быть изображен в масштабе, ну как в натуральную величину. Вот 1,80 м, ну и там 1,20 м. Ну, короче говоря, близко к натуральной величине. Человек. Если человек вообще изображен там, принято даже портрет, например, писать, чтобы голова была, ну, не больше, не такая, хотя и такие сейчас делают на выставках. Вот такую голова. Зачем? Ну, видимо, человек хочет, художник, зачем-то притянуть к этому внимание. Что-то он хочет этим сказать, если он такую голову рисует, причем во весь холст 2-метровый. Цветы рисуют большие, такие же огромные, такая макро. 3-метровый цветок один. Ну, что делать? Это фантазия художника. Они бесконечны. И, может быть, девушка с жемчужной сережкой, которая там
40 на 40, что ли, 40 на 50, наверное, бы проиграла вот такой вот махине, такой вот черепушки такой. Кто бы на нее посмотрел, если бы это забило все своей вот этой вот яркостью, такая башечка такая. Если вы считаете, что такая огромнейшая фигура адекватна, ну, вашей идее, она соотносится с тем, что вы хотите сказать, значит, нужно выбирать холст сообразно вот возможности максимально выразить суть того, что вы хотите показать. Ну, яблоко, например, вы хотите написать, или 3 яблока с грушей. Ну, такого же размера вы, наверное, не будете. Зачем? Да? Такого вот, представьте, метрового яблока. Разве что за этим что-то кроется, какая-то мысль такая высокодуховная. Но если яблоко будет написано в натуральную величину или близко к ней, то, исходя из этого, смотрите, кувшин там. И композиционно, вы, привязавшись к натуральной величине объекта, вы можете подобрать холст. Я так вот себе представляю. С другой стороны, огромнейшая голова может быть уместна, написана на 2-метровом холсте, если она будет висеть в ангаре каком-нибудь. Издалека, там 400 метров, например, или там километр площади, и ты там где-то вдали, она покажется мелкой, эта вот башечка эта. Может быть, тогда это будет уместно. Но если она в рамках обычного такого музейного пространства, выставочного, ну, на мой взгляд, может казаться как-то, мягко говоря, странной такая величина. То есть вы привязываете к тому, где этот ваш холст будет висеть, для чего он предназначен. И исходя вот из этого масштаба адекватного, вы планируете тот или иной холст взять для работы. Я так думаю. Что вы скажете на этот счет, друзья? Поделитесь своим опытом, это интересно. Ну и вопрос второй от Анны. Как не жалеть холсты? Ну а чего их жалеть-то? Ну как вот башмаки, например. Мы же не жалеем, купили дорогие башмаки. Туфли, конечно, да? Сапоги, боты. И не одеваем их. Про какой-то день бережем такой праздничный. На выход. То есть мы одеваем их по какому-то особому случаю, эти красные боты. Да? Ждали, пока этот случай настанет. Ну, одевать, а нога не лезет, например. Малые стали. Вот так и что делать тогда? Ну, не мы же служим вещи этим ботам, этому холсту, а холст служит людям, если мы написали на нем работу. Это его задача – нести информацию, кристаллизованные ваши чувства в нем, вмороженные, впечатанные такие. Пишите работы разного формата, это важный момент, потому что вы же не повесите на выставке все работы одного формата. Большая работа, самая мощная, держит маленькие рядом с собой, они мелким бисером они там рассыпаны по выставочному пространству. Потом опять большие, потом опять мелкие. И так все чередуется, как сон, например, и бодрствование, как вино и вода, чай, конечно. Нельзя же пить все время одно и то же шампанское. Ну, должны же быть и другие какие-то вкусы. Тогда будет разнообразие впечатлений. А если каждый день шампанское, оно перестает быть праздничным. Все превращается в рутину. Опять красная икра, как говорил Усухова в фильме, как это называется, «Белое солнце пустыни», опять икра. Анна, то есть если есть мысль, которая может поместиться выразительностью своей только в большом холсте, беречь не надо. Другое дело, что бывает так, что у художника большущий холст, а он там нарисует какое-то, не очень значительное произведение, которое может уместиться и на маленьком. И думаешь, зачем он тогда брал для такой вещи такой огромный холст? Прям даже жалко. То есть размер подразумевает все-таки некую значимость. Исходя из значимости, и подбирайте использование того или иного холста. Друзья, 3, 4 и 5 марта подтягивайтесь на Академичку, я проведу там класс. Присоединяйтесь. В Армению группа уже набрана, но
пару человек мы еще можем взять, так что можете тоже вскочить на последнюю подножку уходящего поезда. Так что торопитесь, пожалуйста, с принятием решения. «17 минут живописи в процессе». Я снял, как писал индейцы, темперой. Можете посмотреть этот ролик. Сам процесс написания. Ссылка на видео будет в самом конце заставки к этому ролику.